Здравствуйте, уважаемые пиромантики, Прометеи, хранители огня, повелители пламени. Вот подгон от Андрея Севастополя такой неожиданный совершенно и приятный своей неожиданностью, и, во-первых, диковинностью. Горелка Кировского завода «Физприбор» лабораторная. Конструкция ее сделана по принципу горелки Арганда. Значит, вообще развитие всяких керосиновых ламп и горелок это отдельная песня, там можете сами почитать, как это все происходило. Вот одной из задач, которые Аргант запатентовал, это было создание кольцевого фитиля в лампе. Кольцевой фитиль, как мы потом узнаем, получается совокупная его длина порядка 7 сантиметров. А вот в таких керосинках, ну сколько здесь? 2 сантиметра. То есть очевидно, что яркость была больше. Но во времена Арганда еще не умели отделять керосин от нефти. То есть там было всякое лампадное масло, там в общем какие-то фракции и так далее. То есть где-то лет через 80 или почти через 100 лет только научились отделять вот керосин в том виде, в каком мы его сейчас знаем, какой заливаем в лампы. В керосинках, в керосиновых лампах, пламя сгорает не полностью, иначе оно не будет светиться, потому что светятся частички несгоревшего углерода. Вот. А в этой горелке, для того, чтобы сгорание было полным, еще применена вот такая вот, как бы сказать, камера сгорания, где в центр подаются пары топлива. Вот видите, сейчас они горят желтым. Точнее не в центр, в среднее кольцо. А в центр и с краю подается воздух. Там вот вы видите решеточки. Вот, они подаются по всей, как бы сказать, высоте вот этой камеры. И получается, что вот в эту область, где воздуха не хватает, потому что здесь уже, да, воздух какой-то подходит, но здесь в основном уже продукты горения. Вот, то именно в эту область подается свежий, да еще и подогретый воздух. Благодаря чему пламя получается синим. Первый мой запуск на спирте, вообще она керосиновая, но вот сейчас она горит на спирте, и я ее, планирую использовать на спирте. Вот. Запускал ее на спирте, и первое, что мне, как бы не совсем, не то чтобы не понравилось, просто я обратил внимание, что центральная вот этот центральный, как бы, столбик, вот этот вот весь полностью, он был красный. То есть красного, светился красным. А это наводит на мысль, что пламя горит не внутри, вот здесь вот, там где ему положено, а горит именно в самом столбике, вот здесь вот. Что и, кстати, и сейчас там наблюдается, но об этом чуть позже. Вот. Для того, чтобы частично решить эту проблему, я разобрал вот эту горелку. Там внутри получаются два зазора, через которые спирт до фитиля, то есть до вот этого места, он еще проникает туда в эти, как бы в зазоры, и там продолжает гореть. Вот. Я ее разобрал. Тут все, в общем-то, просто. Снизу крутилка для поднятия фитиля, чтобы его поднимать, опускать. Сам фитиль вот так вот выглядит. Вот, то есть имеет там перемычку внутри, вот, перемычка, которая попадает вот в эти пазы. Вот получается фитиль, центральная часть, вот она попадает четко в эту область. Прокладка паранитовая, жесткая. И благодаря такой вот своей специфической форме ее уже как бы
можно будет поставить в точности так же, как она и была. То есть вернуть четко на свое место. Хотел еще по поводу вот этой детали, которая вот так вот ставится. Что меня озадачило? То есть вот эта цельная, вот эта часть, фланец с трубочкой. Я подумал, а почему они, раз в стружку столько пустили, почему вот эту вот часть сделали отдельно? А все очень просто. Она вот здесь вот на асбестовой нити. Это сделано, она еще и сделана из тонкого металла, гораздо тоньше, чем это, для того, чтобы облегчить прогрев фитиля, когда он уже внутри. Ну вот, в общем-то, и все. Что я сейчас планирую делать, поскольку у меня, ну, там была вот эта проблема, что горело внутри, значит, кроме зазоров, которые здесь, есть еще зазоры, которые, вот зазор, вот, и я хочу его заклеить сейчас алюминиевым скотчем для того, чтобы исключить попадание, ну, спирта через этот зазор. Значит, вот сюда, а отсюда уже к вот этим зазорам. Ну, что из этого получится, сейчас узнаем. Была она луженая полностью, ну вот видно следы олова. Я шкурочкой ржавчину снял и обезжирил, ну, можете сами догадаться чем. О, очень даже и неплохо получилось. Так, но не угадал по центру, не угадал. Ладно, исправим. Чуть-чуть будет вот так. И теперь наружную часть. Вообще применение алюминиевого скотча в нагревательно-осветительных приборах, ну в основном нагревательных, пока еще, ну в спиртовках там, я знаю, в самодельных их, он активно применяется. Так что я надеюсь, здесь температуры не такие уж большие. Вот, и позволят, то есть он будет свои функции выполнять нормально. Так, теперь фитиль. Наматываю фитиль и вот этой же веревочкой родной постараюсь его и привязать обратно. Для тех, у кого вдруг появится необходимость заменить такой фитиль, вот его геометрические размеры. 7 сантиметров на 7 на 8. 8 на 7. Так. Очень удачно здесь остались следы от зубов. Вот эти вот. Таким образом можно восстановить полностью первоначально первозданный вид. Завязал на узелок, и вот даже свежесобранный, обращаю внимание, вот там вот нитка уже одна полезла вовнутрь, уже завернулась без, как бы сказать, без всякого участия человека. Так, проследим, чтобы ниток внутри не было, и вденем вот эту вот всю конструкцию. Прокладку я смазал слегка моторным маслом, для того, чтобы предотвратить дальнейшее. Ну, как бы ржаветь там оно, конечно, может и будет. С 60 какого-то там года
Ну, не обошлось без эксцессов. Дело в том, что, видимо, вот этот скотч, который я сюда добавил, он создал дополнительное сопротивление. И хотя как бы фитиль двигается достаточно легко, но вот эта вот деталюшечка микроскопическая, она по резьбе отломалась. Конечно, я сам виноват, но буквально вот чуть-чуть провернул и так почувствовал, что какое-то сопротивление, и в следующую секунду она уже у меня в руках. Ну, бывает. Поэтому отрезок электрода двойка отбитый, и вот теперь это дело вот так вот управляется. А теперь ждем, пока пропитается. Фитиль должен пропитаться. Вот я чувствую уже он. О, все, мокренький. Отлично. Не везде он хорошо горит еще. Дадим ему время на прогрев. Бытует мнение, что фитильные вот такие керосинки не требуют прогрева. На самом деле это не совсем так, потому что здесь прогрев это просто первая стадия непосредственно горения. Именно это сейчас и происходит. Чем лучше прогрет фитиль, тем больше он испаряет топливо, тем больше пламя. Если это керосиновая лампа, то больше свет. В керосиновых лампах тоже для того, чтобы улучшить испарение топлива, подавался горячий воздух. Значит, вот эта вот верхняя часть, она тут совсем чуть-чуть, ну практически изолирована от выхлопной как бы части. И по вот этим вот трубочкам вот сюда подается горячий воздух, то есть вот в эти вот промежутки. А вот здесь уже это керосин. Ну вот оно хорошо видно. Вот это вот там вот керосин, а вот в этом промежутке это вот сообщение с нагревательной областью. Так, отложим керосинку в сторону. Уже вижу, что прогрелось. И можно дать вот. Сейчас вспышку выключу. Это нужно видеть. Вот этот гул мне не очень нравится, и я вижу, что центральная трубочка опять раскалена. Это значит, что пламя горит внутри. А может и нет. Может она просто неудачно стоит. Проверим этот факт.
не горит внутри. Вот тут вот чуть-чуть в самом зазоре, который ниже фитиля. Вот там, да, там чуть-чуть прорывается. И скорее всего именно оно и дает вот эту красноту центрального воздуховода. По прошествии некоторого времени оказалось, что все мои вот эти вот прилепляния скотчем оказались без, как бы сказать, результатны. Вон оно в середине, там хорошо видно, как оно через эти зазоры свистит, горит. Прям по центру. Ну, скорее всего, что это, не знаю, это может, если бы с керосином, может, такого бы не было, потому что спирт, он больше испаряемый, воспламеняемый и так далее. И еще заметил, что наилучшее горение именно при среднем положении фитиля, когда он заподлицо, вот так как сейчас. Ни ниже, ни выше. В любом другом положении появляется, если ниже опустить, вот, появляется ярко, ну, не ярко выраженная, тут на камере плохо выраженная, но, в общем, желтизна такая легенькая появляется. Ну, а если побольше высунуть, то понятно. То есть, это в самом верхнем положении фитиля. Вот, поэтому оптимально это вот в среднем положении фитиля, ну, вот, как сейчас. То есть, когда фитиль заподлицо с краем. Что еще? Ну, меня только вот в этом радует, что все-таки нету вот этот центральный воздуховод, он не светится красным, как это было у меня раньше. Не знаю, может, когда я ставлю горелку, там как-то оно меняется, горение. Ну, в общем, на керосине пробовать, если честно, ну, можно было бы, но, может быть, вы и ждете, но, ребята, не хочу, потому что после керосина оно будет вонять и вонять. Вот, а горелочка такая лабораторная, чисто там чаек, кофеек. Вот, хранить ее особо там, ну, да как бы, если хранить, она же будет вонять, фитиль пропитается. Все, спасибо большое за просмотр. И догорят, что бы там у нас ни было, синим пламенем. До следующих встреч. Теперь вместо послесловия, где-то примерно минут через 20 горения, я обнаружил вот такое пламя. То есть, ребята, на спирте, а тем более на бензине, такие вещи запускать, ну, как бы, на уэйтспирите тоже сомневаюсь, потому что он легко воспламеняющийся. Бак разогревается достаточно, вот уже за него даже трудно, все, нельзя держаться за него. Именно поэтому, видимо, и рукоятка. Вот. Значит, топливо внутри бака, не там, где ему положено, а даже внутри бака разогревается настолько, что вот начинает уже гореть, как уже как часть спиртовки. Ребята, только на керосине, и будет вам счастье.